Друзья, всем привет! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я покажу, как отмыть сковороду просто, дешево и эффективно. Смотрите, какую грязную сковородку я сегодня буду очищать. Снаружи она вся покрыта нагаром. Вот это черное ничем просто так не отмыть. Внутри на боках тоже достаточно толстый слой нагара, причем настолько толстый, что в некоторых местах он уже начал отшелушиваться. Так что давайте приступим и приведем эту сковородку в порядок. Нам понадобится пара целлофановых пакетов. Я буду использовать мусорные пакеты. Вы можете взять пакеты с ручками, в которых приносите покупки с магазина. Самое главное, чтобы пакет был без дырок, он должен быть достаточно плотный, и в него должна полностью поместиться сковорода, которую вы будете чистить. Смотрите, я раскрыла два пакета и сложила их один в один. Все, пакеты мы подготовили. Следующее, что нам понадобится, это бумажные полотенца. Выкладываю их вот такой звездочкой и ставлю на них сковороду. Края бумажных полотенец нужно завернуть внутрь сковороды. Ну и внутрь тоже обязательно положите несколько штук. Если бумажных полотенец у вас нет, то можете использовать салфетки, туалетную бумагу или кусочки ткани, например, старую футболку или простынь. После того, как плотненько облепите сковороду бумажными полотенцами, ее нужно положить в пакеты. Давайте объясню, для чего мы обмотали сковородку. Сделали мы это для того, чтобы средство, которое мы будем использовать для чистки, не стекало с поверхности и постоянно контактировало с загрязнениями. Подготовительные работы закончены. Теперь приступим к очистке. Для этого нам понадобится стакан и нашатырный спирт. Наливаю полстакана нашатырного спирта. Его я покупала в аптеке. В больших объемах вы его найдете в отделе сад-огород, где продаются цветы. И, кстати, стоит он там дешевле, чем в аптеке. На руки обязательно надевайте перчатки. Теперь нужно вылить нашатырный спирт на сковороду. Старайтесь распределять его равномерно, чтобы салфетки намокли и никуда не съехали. При работе с нашатырным спиртом обязательно соблюдайте меры безопасности, не забывайте про перчатки, работайте в хорошо проветриваемом помещении. Как видите, я всю эту процедуру делаю на улице. Ни в коем случае не наклоняйтесь над сковородой и не вдыхайте пары аммиака. Я, например, когда что-то чищу нашатырным спиртом, всегда задерживаю дыхание, а когда нужно вдохнуть, или отворачиваюсь, или отхожу в сторону. После того, как выльете нашатырный спирт, плотно завяжите пакеты. И покрутите, повертите сковороду в разные стороны, чтобы нашатырь внутри равномерно распределился. От нас больше ничего не нужно. Запаха от сковородки никакого нет. Но если вы вдруг почувствуете запах нашатырного спирта, положите сковороду в еще один пакет и плотно его завяжите. В таком состоянии сковорода должна находиться в теплом месте не менее суток. Если у вас получится, то можете ее оставить не на 1, а на 2 дня. У меня на улице жарко, поэтому оставляю ее на улице, на солнце. У меня 2 дня прошло. Давайте посмотрим, что получилось. Не забывайте про перчатки и доставайте сковороду из пакетов. Посмотрите, салфетки стали все черные.
Нагар размягчился и просто кусками отваливается от сковороды. Я уже показывала, как использовать нашатырный спирт, если вы хотите отмыть решетки от газовой плиты. Чтобы посмотреть подробное видео, жмите подсказку, которая появилась вверху справа, и оставлю ссылку в описании. Убираю все салфетки, которыми была обмотана сковорода. И смотрите, весь этот многолетний нагар легко убирается даже пальцем. Я немного запачкала плитку, но это все легко отмывается губкой и обычной водой. Если вы будете чистить сковородку на столе, то советую застелить его клеенкой. Отмывать сковороду от остатков нагара буду теплой водой и фиброй. Не нужно использовать металлическую губку. Во-первых, в этом нет необходимости, нагар и так мягкий, а во-вторых, из-за нее на сковороде останутся царапины. Нашатырный спирт – это водный раствор аммиака. Он хорошо растворяет жировые отложения и помогает разрыхлять засохший белковый налет и нагары. Именно поэтому он так хорошо подходит для очистки сковородок и кастрюль. Этот способ вы можете применять для металлических сковородок, для чугунных сковородок и если вы хотите почистить казаны. Чтобы после очистки к металлической или чугунной сковороде не прилипала еда, прокалите ее с солью и смажьте маслом. Подробнее, как это сделать, вы можете посмотреть в видео, которое появилось в подсказке. Две минуты мне понадобилось, чтобы отмыть сковороду. Вы сами видели, нагар прекрасно отмывался. Теперь сковородку нужно вымыть со средством для мытья посуды под теплой проточной водой. Напоминаю, как выглядела моя сковородка. Она была просто вся черная и снаружи, и внутри. Ну и вот такой результат. Попробуйте этот способ, если хотите отмыть свои сковородки и вернуть им первоначальный вид. Если видео было для вас полезно, ставьте под ним лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.